Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в путешествие по разным странам и эпохам, чтобы узнать о законах, которые кажутся невероятными и абсурдными. Вы удивитесь, узнав, что где-то было запрещено плакать на похоронах, где-то можно играть свадьбу с усопшим женихом, а где-то даже судили животных за преступления. Готовьтесь к удивительным фактам, смешным историям и невероятным законам, которые заставят вас задуматься о том, какие еще секреты скрывает современный юридический мир и по каким странным правилам жили люди в Средневековье. Так что садитесь поудобнее и давайте начинать. Запрет на игру в снежки. Бельгия. Если 100 евро – это для вас ощутимая сумма, то даже не думайте кидаться снегом в Бельгии, иначе вы их потеряете. Звучит абсурдно? Совсем нет. В ряде фламандских коммун на севере страны такие игры категорически запрещены. В 2013 году местные власти приняли решение запретить бросать снежные шары, сравнив эту безобидную игру с метанием камней. По их мнению, игра в снежки может вызвать серьезные травмы у участников. За бросок снежка в человека предусмотрен штраф в размере 100 евро. Однако стоит отметить, что штраф будет взиматься только в случае умышленного нарушения закона. Закон о запрете женского плача на похоронах. Римская республика. До 449 года до нашей эры проливать слезы женщинам не только не запрещалось, но и настоятельно рекомендовалось. Чем больше рыдающих римлянок было на похоронах, тем более уважаемым человеком считался покойник. Более того, когда умирали высокопоставленные особы, то их родственники нанимали профессиональных плакальщиц, скажем так, для поддержания имиджа. Однако представление зашло настолько далеко, что каждые похороны превращались в балаган. Поэтому в 449 году до нашей эры римляне приняли закон о запрете женских слез на похоронах. Женщинам запретили во время похорон рвать лицо ногтями и издавать громкие крики, оплакивая мертвых. Выявить каждую плачущую родственницу было затруднительно. Однако закон просуществовал до 27 года до нашей эры, до момента, пока Римская республика не стала империей. Налог на окна. Англия. Если бы вы жили в средневековой Англии, то вам бы пришлось платить налог на роскошь, то есть налог на окна. В те времена считалось, что чем больше окон, тем более богатый дом, а значит, больше можно взять денег на благо государства. Такой закон приняли в 1696 году, и он оказал влияние на культуру и архитектуру Англии. В стране начался массовый отказ от окон в домах бедных людей. Они были вынуждены заложить оконные проемы кирпичом. Богатые британцы, не желая портить внешний вид своих жилищ, просто дорисовывали отсутствующие окна. В некоторых домах окон не было вовсе, только в 1851 году налог на окна все же отменили. Но его последствия можно видеть в архитектуре и по сей день. Закон, запрещающий женщинам носить брюки. Франция. Сексистский закон был принят в ноябре 1799 года и просуществовал почти 214 лет. Он действовал только в Париже. Закон обязывал дам, желающих носить мужскую одежду, спрашивать на это специальное разрешение у начальника полиции и, более того, доказывать необходимость ношения брюк. В противном случае неподобающе одетую представительницу прекрасного пола могли арестовать. И даже несмотря на пункт Конституции от 1946 года о равенстве прав мужчин и женщин, предписание 1799 года все еще было в силе в столице Франции. Это явно отжившее свой век правило неоднократно пытались отменить, однако чиновники всякий раз откладывали это решение. Ведь, по сути, в современном мире устаревший закон уже никем не соблюдался. Но ура! Чудо случилось! 1 февраля 2013 года, после десятилетий игнорирования, закон официально отменили. Закон, запрещающий притворяться ведьмой. Англия. В период Средневековья у ведьм и колдунов были напряженные отношения с законом. Кого-то отлучали от церкви, а кого-то даже сжигали на костре. В Англии с 1542 года колдовство считалось преступлением, за которое полагалась смертная казнь. Время шло, общество развивалось, и в 1735 году власти страны приняли новый закон. Чародейство перестало считаться преступлением и объявлялось просто аморальным деянием. Другими словами, решили больше никого не сжигать. Однако была одна интересная оговорка. Теперь притворяться ведьмой стало незаконно.
То есть, если вы ведьма, то это в принципе нормально. Но если вы утверждаете, что вы ведьма, но не являетесь ею, готовьтесь к наказанию. Закон о посмертном браке. Франция. В современной Франции практикуются посмертные браки. Это единственная страна в Европе, в которой такая практика регулируется законодательно. Вы шокированы? Мы тоже. Посмертные браки стали здесь популярны после Второй мировой войны. Они давали возможность женщинам выйти замуж за своих погибших женихов и не допустить, чтобы их дети были незаконно рожденными. Закон о посмертном браке официально приняли во Франции после 1959 года, когда прорыв плотины Мальпассе привел к смерти более 400 человек. Тогда беременная невеста одного из погибших обратилась к президенту страны Шарлю де Голлю с просьбой разрешить ей выйти замуж за умершего возлюбленного. Этот случай стал резонансным, и власти страны одобрили закон, позволяющий главе государства удовлетворять подобные прошения. Сегодня, чтобы оформить такой брак, необходимо написать заявление на имя президента, а главное – предоставить доказательства того, что покойный собирался жениться. Свадьбы с умершими проходят тихо, без священников, но с участием мэра, который и проводит церемонию. Вместо второй половинки ее фото, а вместо клятв – чтение закона о посмертном браке. Запрет на жевательную резинку. Сингапур. В 1992 году первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю ввел запрет на жвачку. Причиной стало то, что использованная жевательная резинка была везде – в почтовых ящиках, в замочных скважинах, на кнопках лифтов, в автоматических дверях в метро, на земле, на лестнице и тротуарах. Жвачка загрязняла окружающую среду, увеличивала стоимость уборки и приводила к повреждению уборочного оборудования. Поэтому продажа жевательной резинки в Сингапуре была полностью запрещена. С 2004 года в стране можно приобрести только терапевтическую, стоматологическую и никотиновую жевательную резинку, но исключительно по рецепту. Вы, конечно, можете ввести в Сингапур немного жвачки для личного использования, но если вы ее выплюнете на улице, то вам придется попрощаться с кругленькой суммой. Закон, запрещающий иметь одну морскую свинку. Швейцария. Швейцарцы относятся к уровню жизни питомцев не менее серьезно, чем к уровню жизни двуногих граждан. К примеру, здесь запрещено иметь только одну морскую свинку, ведь они являются социальными животными и требуют минимум еще одного компаньона своего вида. В случае смерти одной особи вы должны срочно купить ей друга. Очевидно, что новая морская свинка будет моложе второй, и таким образом запускается бесконечный цикл круговорота морских свинок. Но не всегда, ведь в Швейцарии можно взять этого пушистого зверька на прокат. Да, такое там еще практикуют, но если все же у вас будет только один такой домашний любимец, то вам может грозить штраф, ведь это приравнивают к жестокому обращению с животными. Запрет на смерть. Великобритания. Нет, правительство Англии не выполняет обязанности Бога, и запретить естественную смерть граждан страны они не могут. Однако существует закон, согласно которому нельзя умирать в здании парламента. Впрочем, у этого запрета есть объяснение. Человек, скончавшийся в Вестминстерском дворце, должен быть похоронен с королевскими почестями, при этом за государственный счет. Поэтому, если кому-то становится плохо в стенах парламента, то его быстро отвозят в ближайшую больницу. Закон о судах над животными. Средневековая Европа. Как бы сейчас это дико ни звучало, но судовые процессы над животными в средние века были обычным делом. Вплоть до 18 века во многих странах Европы судили животных, совершивших преступления. Насекомые уничтожили ваш урожай? Свинья покалечила детей? У людей была возможность отомстить животным за причиненный ими ущерб и даже взыскать с них наказание, от просто изгнания до нанесения увечий и смерти. Например, до наших времен дошли сведения о 92 судебных процессах над животными, состоявшимися во Франции с 12 по 18 век. Такие суды проходили по всем правилам юриспруденции, с адвокатами, свидетелями и прочими судебными формальностями. После вынесения приговора многих животных казнили. Иногда смертная казнь могла заменяться продажей животного на скотобойню, а выручка шла на компенсацию ущерба. Запрет на хранение более 50 килограмм картофеля. Австралия. В Западной Австралии неплохо развито картофелеводство. Там же расположена корпорация по продаже этого овоща. Выращивание и продажа картофеля – главный заработок местных жителей. Чтобы они не обворовывали своих работодателей, государство создало специальное подразделение в полиции, которое занимается выявлением и раскрытием картофельных краж.
Сотрудники досмотра имеют право останавливать и обыскивать людей и транспортные средства, подозреваемые в перевозке более 50 килограммов картофеля. За первое правонарушение штраф не более $2000, а за последующие придется выложить до 5000. Если у кого-нибудь будет обнаружено в доме 50 килограммов этого овоща, ему также придется платить штраф или искать способ доказать, что картофель не был украден. Такой закон существует в Австралии с 1946 года. Запрет на хмурые лица. Милан, Италия. Все считают итальянцев очень эмоциональными и веселыми. Однако мало кому известно, что иногда их жизнерадостность регулируется правилами, прописанными в законе. Вот, к примеру, знали ли вы, что хмурым людям не место в итальянском Милане? Все жители этого солнечного города всегда должны улыбаться в общественных местах. Это требование местных властей регулируется на законодательном уровне. Исключение составляет процедура похорон и посещения больницы. В такие моменты вы можете не улыбаться. Предположительно, закон появился в Милане в 19 столетии, в период австрийского правления, и действует до сих пор. Хоть штрафов за нарушение не предусмотрено, но жители все равно стараются улыбаться. Улыбка делает жизнь немного лучше. Это далеко не все нелепые законы, которые существуют сейчас или действовали раньше в разных странах мира. Кому-то они кажутся смешными и нелепыми, а кто-то себе спокойно живет, придерживаясь этих странных правил. А вам какой закон запомнился больше всего? Делитесь с нами в комментариях.